Друзья, всем привет! Давно не виделись. С вами Ольга Старшая. Я продолжаю делать свой проект по созданию вот такой вот сумочки. Сумочка у нас, напоминаю, выглядит следующим образом. Это пэтчворк. Техника лоскутной ткани. И сегодня, я надеюсь, я одолею эту историю с созданием лоскутной ткани прямо в Style 3D. Для начала, что мне хотелось бы тут рассмотреть? Значит, смотрите, боковушка у нас вот здесь, где сама сумка, она однотонная, да? А здесь, где в районе ручки, она наоборот. Внутри однотонная, а снаружи вот такая вот. Но я, наверное, так делать не буду. Мне вот хочется, чтобы ручка, наверное... Ну, я не знаю, я посмотрю. Мне, наверное, хочется, чтобы все-таки ручка была цельная и однотонная везде. Ладно. На сегодня моя задача — это сделать вот эту вот имитацию лоскутной ткани. Прям в Style 3D попробовать это сделать и посмотреть, как это будет себя вести. Еще моментик. У нас здесь швы диагональные, мне это нравится. И, наверное, я попробую сделать тоже лоскутную ткань на всей этой штуке диагональным прошиванием. А здесь попробую сделать лоскутную ткань просто вертикальные и горизонтальные линии. Ну что, поехали. Начнем, пожалуй, пэтчворк делать с... Так, давайте я вот это заморожу. Наверное, вот эти штуки тоже заморожу. Чтобы нам это глаза не мозолила заморозка, я, наверное, отключу показ заморозки. У нас будет замороженная сумочка, но при этом мы этого видеть не будем. И будем видеть цвета, как они у нас тут есть. Окей. Так, я хочу начать вот с этого. Вот с этих боковушек, да? Для начала, что мне нужно сделать? Мне нужно сделать вот эти диагональные линии. Так, как бы мне их сделать там? Сделаю просто какой-то кусок непонятный, да? Сделаю так. Под 45 градусов. Ой. Так. Ctrl-C, Ctrl-V. Это сравняю с этим. Alt-T. Все, это сравняла. Теперь беру вот это. Я знаю, что мне надо сделать на 90 градусов. Я знаю, что мне нужно сделать сдвиг на 3 сантиметра. Так. И давайте не будем делать такой большой. Я сейчас сделаю... Уж слишком это все. Так, 10 сантиметров хватит. Окей. Ctrl-C, Ctrl-V. Так, на 3 сантиметра и копии... Ну, пусть будет 30. Окей. Так, выделяем. Ctrl-C, Ctrl-V. И куда-то сюда ставим. Потом будем сейчас... Так, выделили вот этой где-то серединкой. Да, вот оно прицепилось к центру. Хорошо. Здесь что у нас получается? Здесь на пересечении. Окей, мне нравится. Делаем сразу Trim to Outline. О, зашибись. Прям практически то, что надо. Удаляем. Так. Единственное, что вот эти вот... Давайте вот эти вот Alt-H. Ой, Alt-V по вертикали. Alt-V. Здесь бы, наверное, тоже Alt-V. Так. Ну, здесь уже пусть остается, наверное. Тут уже такое расхождение, которое... Наверное, и здесь пусть остается. Хотя... Ладно, потом посмотрим. В общем, получилось, да? Так, это Shift-Q, Ctrl-K. Куда-то отодвинем. Еще пригодится. Дальше, что мы с этим делаем? Забавно, что оно вписалось тут и тут.
такие эти получились. Короче, смотрите, мы делаем следующее. Берем вот этот вот и вот этот вот элемент и делаем следующее. Где-то у нас тут. Вот, create lining. Делаем, наверное, inside. Пусть будет inside. Просто ставим рядом. Значит, что у нас произошло? Как видите, у нас появились где-то швы. Это у нас внутренняя будет часть. А это наружная. Так, это внутренняя. Да, это внутренняя. Давайте их вот так расставим. И что это нам дает? Это нам дает два слоя, которые сшиты между собой. А чтобы нам такое сделать, мы можем пайпинг? Нет, мы не можем. Хорошо. У нас тут... у нас же тут это заморожено. Да, вот это заморожено. Давайте попробуем просимулировать и посмотрим, что получилось. Так. Вроде бы все нормально. Мы нифигашеньки тут не видим. Ну, вот с изнаночной стороны можем видеть швы. Значит, давайте посмотрим. Смотрите, видите, сколько у нас швов образовалось? Это все друг с другом прошилось. Значит, что мы можем сделать? Мы можем взять вот эти внутренние штучки. Вот эту и вот эту. Да, что нам еще надо будет сделать? Нам нужно сделать следующее. Перед началом всех манипуляций нам нужно вот здесь вот сделать Remove Linked Editing. Здесь сделать Remove Linked Editing. Дальше вот эти две соединены между собой. Они типа зеркальные, а вот эти нет. Тогда нам нужно их выделить и сделать Apply Symmetry with Sim. Не знаю, вам, наверное, не видно было. Короче, смотрите. Ну ладно, в принципе, там есть пункт меню, посмотрите. Хорошо. Теперь вот это вот тоже симметричные друг другу копии, но они независимы от вот этих вот, от других штук. Что мы с ними делаем? Мы делаем им flip orientation или 3D. Что это дает? Как видите, у нас появилась эта лицевая сторона, ну, то есть мы перевернули их нормально. И у нас на этих штучках еще есть пайпинг. И нам от него нужно избавиться. Где у нас пайпинг? Потому что нам два пайпинга не нужно. Удаляем с одной и со второй. Все, остался один пайпинг Б. Все прошито. Окей. Теперь нам нужно расставить саблейры. Значит, смотрите. Set саблейр. Поскольку мы нормальными друг другу это все ставим, то нам нужно здесь на минус поставить. Так, сохраняем. Ну и как-то так получилось. Единственное, что, знаете что, мне не нравится такой пайпинг здесь. Возможно, я его тоже потом переделаю на что-то другое. Пока что мне это не нравится. Теперь, что мы можем делать с этой сумкой? Я бы сделала другую ткань вот из этого вот. Не так. Копию. И назначила бы внешним вот этим Assign to Pattern. Вот эту ткань. И чтобы мы ее отличали, давайте мы сделаем ее, может быть, светлее, что ли. Так, color. Так. Recolor. Видали? Мы можем ее отличать.
Ну, такая мне не нравится. Какая-нибудь такая джинса. Так, ладно, с цветами мы потом разберемся. Сейчас нужно разобраться с другим. Да, мне не нравится этот пайпинг. И, наверное, я сделаю это все по-другому. Давайте-ка я его сейчас уберу. В общем, для одиночных вот этих штук это нормальная история с одним слоем пайпинг делать. А вот когда уже начинается пляска с двумя слоями, это не самая лучшая вещь. Так, пайпинг убрали. Так, как видите, у нас тут ткань друг в друга проваливается. Это не очень хорошо. Ну ладно, я думаю, что мы это решим на этапе... Что у нас за толщина ткани? Так, здесь толщина ткани должна быть тонкая. Ну, прям совсем. Даже, наверное, 1 миллиметр, не меньше, не больше. Так, и, возможно, здесь, кстати, тоже полмиллиметра. Это тоже дофига. Дальше. Что у нас еще у этих тканей? Нет, не у тканей. Например, вот в наружной штуке Extra Collision стоит 1,5. Давайте поставим 3. И посмотрим, что будет. Что-то проваливается. А у внутренней... Давайте тоже поставим. Вот что еще. Смотрите, короче, тут экстра рендер. Давайте я его уберу. Он мне больше не нужен ни тут, ни тут. Угу. У нас ткань друг в друга проваливается в некоторых местах. И это плохо. Так. Нам нужно, чтобы была какая-то выпуклость вот этих вот элементов. К сожалению, нам тут этого практически не видно. Как мы будем это решать? Давайте я попробую на внешних эти внешние штучки сделать... Дадим им... Растащим их, допустим, 110 и 110. На 110% сделаем их шире. Дальше. Давайте поставим какую-то... Ага, тут еще и лизер. Нам нужен какая-то ткань. Такая, типа какая-нибудь Heavy Jersey, French Terry, Scuba. Так, какая-нибудь такая мягкая. Резинка какая-то. Ну, допустим, French Terry. Смотрим, что получается. Так, моментик. Б. Вот это вот к этому пришиваться не должно. Вот это должно пришиваться друг к другу. Дальше 50. И, кстати, внизу такая же самая ситуация. Так, это мы убираем. И это мы пришиваем сюда. Делаем 50 флэт. О, все. Шов отсюда ушел. Так. Теперь, что еще? Давайте внутренние джинсы. Это внутренняя, да? Все-таки сделаем, как и было, на 2 миллиметра толщину.
Но при этом надо ей поставить на 5 расхождение какое-то. И, наверное, у внешней штучки сделаем то же самое. Так, что у нас получается? Все равно. Так, возможно, 2 миллиметра это много. У внутренней. Давайте сделаем 1. Хорошо, какая-то бугристость у нас на внешней вот этой штучке уже появилась, но нам недостаточно полигонов. Давайте до 3, что ли, уменьшим. Ага. Видите, что получается? У нас как будто бы вот эту штуку поднадуло. Классно. Теперь бы нам вернуть назад пайпинг. Что же нам делать-то? Это у нас внутренняя. И внутренняя это у нас что стоит? Деним. А в деним копе... Так, а кому я сделала? Деним копе. Да. Давайте попробуем еще что-то более легкое. Не знаю, есть ли тут что-то более легкое вообще. Катон поплин какой-нибудь. Фигня какая-то. Так, что еще есть? Вельвет. Ну, это такая ткань жесткая. Это какая-то шерсть. Ну-ка, что-то, если шерсть какую-нибудь забомбить. Интересно. Все равно проваливается. Ладно, хорошо. Давайте тогда это внутреннее, это внешнее, да? Давайте здесь тоже сделаем экстра рендер на 1. Может, это как-то спасет? Есть немножечко. Ну, мне все равно нравится. Прикольно. Как бы единственное, что... Давайте я не буду делать 5, пусть будет 3. Потому что это уже слишком оно отстревает одно от другого. И сейчас попробуем сделать пайпинг. Кстати, вот здесь особо неровностей таких уж и нету. Значит, из чего у нас пайпинг состоит? Это у нас что? Дефолтная ткань. Давайте сделаем лизер кавайд. Прям что-то жесткое, чтобы было. Так. И что мы попробуем сделать? Мы попробуем нашить цельный кусок такой. Так, давайте посмотрим. 60 практически, да? Хорошо, 120. Угу. Так, делаем так. Ладно, давайте сделаем 60. Нам нужно сделать, наверное, 3 по ширине. Дальше. Internal isoline. Так, не так. Internal isoline 1,5. Так, нам нужна 1 только полосочка. Окей. Дальше мы ее разворачиваем Alt-Y. И пробуем нашить ее следующим образом. Значит, N. Это мы нашиваем на верхнюю часть. Так. И давайте попробуем сделать команду Ctrl/, чтобы ее расположить. Не знаю, что это получилось такое. Ну, допустим. Так, а куда она нашилась?
Что-то оно нашилось не до конца. Да еще и не на ту эту. Так, понятно. Хорошо, хотя бы ориентир я смогу понять. Ладно, delete. М. Это сюда. И мы нашиваем это с внешнего края. Сюда. Ага. Так, давайте-ка я все заморожу. Кроме вот этого. И пробуем нашить. Так, нашилось. Да. Супер. А теперь... М. Так, это мы нашиваем вот это. По всей видимости, сюда. Ну-ка. Так, а вот эту линию мы изгибаем. Не туда. Наоборот, сюда. Так. И смотрим, что получилось. Так. Угу. Ну что, прикольно. У нас получился плоский пайпинг. Но его заживало. Ладно, давайте это двинем. Ага, дальше. Ну, давайте сделаем 270, что ли. Realistic Fold. Побольше. Так. Пятерочка. Дальше. Ctrl-H. Все это Ctrl-K. Размораживаем. Так, дальше. Нам нужно сшить вот эту часть. Вот с этой. Убираем нормали. 0. Ой. Вот это все убираем. 0. Сделаем здесь 50. Хорошо. Единственное, что сейчас этот пайпинг слишком большой, а нам такой не нужен. Давайте все это уменьшим до 2 сантиметров. Так. И посмотрим, что нам это даст. Супер. Так. Ну что, пайпинг получился, я считаю. Прям даже отлично. Давайте перенесем наш пайпинг. Ctrl-D. Так, я могу сделать Ctrl-D? Наверное, не могу, потому что это уже... Это... Ладно, давайте сделаем так. Так. Допустим, Remove Linked Editing. И сделаем Ctrl-D. И что у нас получается? Нам нужно перевернуть это следующим образом. И что-то попришивать к чему-то. Так. А к чему? Сейчас будем разбираться. Так. N. Верхняя часть. К
к верхней. Вот этой. Так. А нижняя часть? Я надеюсь, что это нижняя. Вот этой. Так, давайте сверяться. Это сюда. Не туда пришилось. Так, если это сюда, то это сюда. Так. Это сюда. Значит, так. N это сюда, а это сюда. Ну, пробуем. Скуды. Не надо так делать. Давай-ка мы это уберем. Что произошло? Так, ну хорошо. Тогда возвращаем. Так, ну-ка попробуем так. Текс. А можем поставить это? Угу. Не можем. Ладно, хорошо. Remove linked editing. А это мы можем конвертировать Access, да, и это мы можем. Отлично. Теперь, как у меня было N. Это верхняя часть. Да. А это, кажется, нижняя часть. О, опять что-то не то. Ой, божечки, как же это сделать? Так. Так, это наружная. Значит, вот это должно быть наружная. Да что не так-то? Так, ладно, remove linked editing. М. Так, не туда. Ладно. Тоже что-то не туда. Да что происходит вообще? Так, еще раз. М. Это куда? Б. Это сюда. А это сюда. Ладно. О, вот это уже похоже. Вроде сюда. Так. Значит, это
N это должно быть здесь, а это должно быть здесь. Так, что ли? Ладно. Давай пока одну. Что-то тут неправильно. Или было правильно? Так, тут было правильно. Б. Так, N. Тут вроде бы тоже правильно. Хорошо. Это сюда, значит, N. Это сюда. А это сюда. Ага, тут тоже правильно. Окей. Хорошо. Осталось разобраться с этой штучкой. Значит, что мы делаем? Теперь нам нужно сделать какие-то клеточки здесь, на этой штуке. И повторить операцию. Это еще не все. Нам нужно сделать какие-то швы. Давайте настроим сразу швы. Так, топ-стич. Пусть будет сегмент топ-стич. Так, нам нужно вот сюда, сюда. Везде эти швы назначить. Можете не обращать внимания, что они сейчас с офсетом, ну, типа не по линии идут, а с отступом. Это ничего страшного, это мы настроим. Главное сейчас просто назначить всем вот этим швам, которые мы прошили, вот эти наши декоративные швы. Декоративную строчку. Так. Главное ничего не пропустить. Это такая вот история с этим всем. В общем, я так чувствую, что эта часть у нас затянется. Но в целом это и неплохо. Так, теперь сюда. А мы можем как-то выделить все это? И не, хрена мы можем. А мы можем выделить все вот эти штуки? Как-то, чтобы-то не кликать. Так. Где там топ-стич? Select топ-стич. Assign топ-стич. Да хрен тебе, да? Чего мы не можем как-то выделить все это нафиг? Извините. Ладно, придется прокликивать. Может быть, потом узнаю, как это сделать. Ура! Можно просто было выделить и назначить топ-стич. Просто тупо выделением. Окей, пошли настроим это все. Так, значит, offset 0. Вот наши шовчики. Они у нас белые. Но белый мне не нравится. Я хочу, чтобы это было ширина топ-стича. Давайте-ка я сделаю заметной.
Дальше длина. Пусть будет 0,3. Так, дальше. Текстура. Ну, какая-нибудь там, не знаю, голубенькая, что ли. И еще я хочу сделать... как-то тут... Это не здесь, это здесь. Так, офсет мне не нужен. Space, вот. Небольшой space, например, 1. Возможно, это много. Ну да, многоватенько space. Еще раз. Пусть будет 0,5, например. Все. Так, вот у нас строчки какие-то получились. Что дальше? Нам нужно повторить процедуру с вот этими боковушками. И тут уже нужно будет настраивать еще и разные материалы. Так, самое главное, что мне хотелось сделать, это вот эти вот ромбики понадувать. И у меня это, в принципе, получилось. Мне это нравится. Так, что нам делать с боковушками? Давайте-ка я их вот это отодвину. Так, и еще немножечко раздвину. Ой, с чего начать-то? Так, нам еще нужно будет какие-то тканьки поназначать здесь. А самое прикольное я потом покажу. Наверное, надо все-таки потемнее сделать. Топ-стич слишком светлый. Так, фронт-бэк. Нам не надо фронт-бэк. Нам надо... Пусть будет какой-нибудь такой. Да. Да. Тут он кажется темным, а там, наоборот, светлым, прекрасным. Так. Что еще? У меня такое ощущение, что у меня неправильно прошита одна из этих штук. Так, это у нас какая вот эта, да? Давайте глянем, куда я пришила. Это я снаружи пришила. Это я снаружи пришила. Тут все правильно. Так, это должно было быть на наружную пришито. А почему она пришита на внутреннюю? Расскажешь ты мне, пожалуйста. Все должно было быть наоборот. Так, а здесь что? Это тоже неправильно пришито, поэтому оно проходит само на себя. Само сквозь себя. Это должно было быть пришито в наружней, а это к внутренней. О! Все, конфликтов нету. Что еще мы можем сделать? Вот у этой штуки мы можем тоже надуть, коллизию поставить на 2, не меньше. Ой, это экстра коллижен. А, кстати, пусть будет. Вот здесь на 3. И тогда наш этот бортик надуется. И еще, вот сейчас он
5 миллиметров этого мало, пусть будет 3. Так, отлично. Будет поглаже. Видите, он уже надулся. Прекрасно. Просто прекрасно. Мне уже нравится. Так. Что дальше-то мы можем сделать? Давайте-ка я сохранюсь. А то, как всегда, забуду и будет весело. Так. Надо подумать, как у нас тут квадратики. У нас, значит, есть полосочки, да, и квадратики. Давайте мы так и сделаем. Так, ориентируемся по центральной линии. У нас же это... Отлично. Так, давайте, пусть это будет, ну тоже пусть будет 3 сантиметра, да? Сейчас я этот edge уберу. И, возможно, это маленькие. Давайте сделаем, пусть будет 4 сантиметра. Так, сразу делаем trim to outline. Дальше add internal isoline 1. Extended. Отлично. Дальше делаем снова 4. Один. Ну и повторяем процедуру. 4. 1. Супер. Теперь, как бы нам это получше сшить-то? Наверное, я... Нет. Я сделаю так, и я, наверное, спущу на сантиметр. Так. А вот отсюда уже trim to outline. О, нет, только не это. Trim to outline, только эту точку, и она почему-то... Ладно. Давайте сделаем так. Вот эту точку сюда подведем. Trim to outline. Думаю, мы тут не особо что потеряли. Так, add internal isoline в другую сторону 1. Add internal isoline 4. Дальше add internal isoline 1. Дальше add internal... Где тут isoline? 4. Add internal isoline 1. Ну, не знаю, тут может косяк какой-то случиться, но ладно. Мы, может быть, сделаем, знаете что? Мы возьмем и вот эту точечку просто дотащим сюда. Так, не то. Ребята, у нас еще и точки тут не там, где надо стоять. Придется вот это вот поделать в симметричной копии, когда начинаешь ставить extended internal outline, ну, короче, чтобы он это продлевал, он почему-то не учитывает, что это симметричная копия, и нужно только в одной половинке это делать. Ну, бог с ним. Вроде бы здесь все нормально. Хорошо. Так, давайте сделаем следующее. Просто доведем до сюда. Пусть у нас здесь будет такая штука.
Add internal isoline 4. И здесь я, наверное, уже не буду ничего делать. Нету большого смысла это делать. Отлично. Так. Все. Здесь вроде бы все. Что делаем? Что я буду делать? Надо будет, наверное, внутрь все-таки это прошить. Хорошо. Делаем так. Так, как-то вам показать. Create lining inside. Я буду внутрь это делать. Так, у нас тут... Что у нас тут? Вот что у нас тут. Смотрите, у нас тут утолщение у ткани. Нам это не надо. Во-первых, edge thickness убираем. Так. Во-вторых, наверное, вот эту часть... Ага, знаете что? Давайте-ка я сделаю так. Нам придется сделать remove linked editing. Remove linked editing. Это раз. Второе. А вот это нам нужно сделать симметричные копии. Это мы делаем symmetric path. Нет, не так. Мы делаем G. Так, и превращаем это convert to symmetric axis. Дальше. Это мы тоже превращаем в симметричную, как ее называют, симметричную ось. Дальше. Мы должны отрезать вот эту часть. Она нам не нужна. Мы ее удаляем. Cut. Так, дальше. Можем ли мы сделать вот это друг другу инстансами? Наверное, не можем. Ладно. Давайте глянем, что получилось. Так, здесь швы какие-то есть. Ладно, давайте попробуем засимулировать. Нормально засимулировалось. Единственное, что внутренние вот эти части нам нужно флипнуть. Flip Orientation или 3D. Так, все, это мы флипнули. Так, смотрим. Здесь нормально. Значит, для начала давайте на внешние наши вот эти части назначим вот этот паттерн. Так. Дальше выделим все наши, назначим топ-стичи. Как мы это сделаем? Берем топ-стич, сегмент топ-стич и все это выделяем. Так. И шо? Ничего. О, так, назначилось. Назначилось. Назначилось еще и туда, куда не надо. Так.
Так, давайте-ка отсюда вот топ-стич уберем. Нам нужны только клеточки. Клеточки у нас и назначили. А, да, еще нужно назначить вот сюда. Окей. Так, на внутреннее мы уже не будем ничего назначать, потому что, ну, нафиг надо. Но у нас слетела вот эта история с... Значит, смотрите. У нас слетела история с Edge Thickness. Нам нужен был толстый край. И у нас здесь должен был быть другой материал. Давайте его вернем. Отлично. А, знаете, что мне не нравится? Так. Trim nearest internal line. Отлично. Вот тут вот нам надо поубирать швы. Trim to nearest internal line. Ближайшая internal линия. Супер. Чтобы у нас наши швы не залазили вот сюда. Хорошо. Что мы еще можем сделать с нашими паттернами? Нам нужно сымитировать такую же историю с внешними вот этими штуками. Такие же квадратики, как и здесь, чтобы они были надутые. Как мы этого добивались? Во-первых, мы установили экстраколлизию где-то на 3. И на внутренних, кстати, тоже, по-моему, на 3 экстраколлизия стояла. Так. Дальше. У внешних вот этих штук... Что это у нас? Не на 3 у нас стоит. У внешних вот этих штучек... Кстати, это можно удалить уже кусок. Должен был быть растянут паттерн. Паттерн должен был быть растянут на где-то 110 и 110. И еще, по-моему, у нас тут должно было быть не 5, а 3 миллиметра. Ну, давайте посмотрим. Что нам это дало? Надо сохраниться, а то сейчас полетим. Так, что-то получилось, но в данном случае 110, мне кажется, это многоватенько. Да, и еще моментик. Смотрите, у нас как бы сумка должна быть чем-то наполнена. Давайте ее раздуем. Для того, чтобы раздуть, мы будем раздувать внутреннюю часть. Смотрите, у нас pressure 5. Так не должно быть. Это должно быть, наверное, 3. Так, еще момент. У нас ничего не зафрижено, да? Давайте поставлю вообще на 0 давление. Даст это что-то или нет? Так. Давайте сделаем давление -3. Потому что, когда мы этим наружу делаем... Ну, в смысле, когда у нас нормально вывернутые, чтобы у нас раздувало вовне эти боковушки, нам нужно поставить отрицательное давление. Давайте поставим -5. Что-то почти ничего не происходит. Давайте поменяем симуляцию. О! Его начало чуть-чуть пучить. Вот, сумку уже раздуло, но это даже уже слишком раздуло. Давайте поставим на 0. Посмотрим, что будет, если просто на 0. Достаточно. Хорошо. Что у нас здесь? Я бы, наверное, вот здесь поставила бы все-таки не 110, а 105. Это довольно большая такая штука. И, может быть, нам хватит и 105. Еще момент. У нас из-за того, что мы тут растяжение сделали, вот эта часть
Надо бы ее стянуть. Давайте я попробую. Интересно, что если нам... Вот мне не нравится, что вот эта вот имитация пайпинга, она тоже волнами пошла. Что если нам такую штуку пришить еще и сюда? Она, наверное, плохо себя будет тут вести. Но если что, я попробую. Так, у внешних давление у нас есть или нет? Есть. Давайте я его на 0 поставлю. И обойдемся просто коллизией. Так. Что-то не нравится мне этот топ-стич. Надо его сделать более красным, менее насыщенным. Так, или более бесцветным. Какой-то уж совсем. Пусть такой будет. Зато ничегошеньки не видно. Хорошо. С пайпингом потом разберемся с этим. В целом, меня это устраивает, наверное. Так, давайте еще поставим. Здесь что? Экстраколлизия 3. Это у нас деним. Что-то мне не нравится вот в этом всем. Возможно, 105 это тоже много. Так, а здесь у нас ничего не растаскивается? Нет, ничего не растаскивается. Давайте сделаем 103. Чтобы не так сильно его плющило. Так, что-то еще пошло не так. Shift-Q. Почему-то сумка у нас начала смыкаться внутрь. Хорошо, давайте раздуем. Минус 5. Давай, раскладывайся. Так, значит, имитацию выпуклости мы сделали. Она, в общем, неплохо-то работает. Наверное, надо все-таки сделать хотя бы 2. Так. Хорошо. А если попробовать вообще 102, возможно, 101. А что, если вообще ничего не растягивать? Пусть будет 100. 100. И посмотрим. У нас же там ткань такая назначена, такая левая, мягкая. Ее должно и так распуырить, короче. Да. В принципе, даже если ничего тут не растягивать, оно и так хорошо. Все. Здесь давление. Ну-ка, минус 10. Так, раздулось. Вернем на минус 5. Ну, в целом, окей. Хорошо. Теперь осталось... У кого у нас пайпинг стоит? У внешних, да? Фигово. Потому что это не жесткая ткань какая-то. Так, что у нас тут за пайпинг? Так тут жесткая ткань. Почему она так себя ведет? Странно все равно. Не нравится мне вот эта штука. Давай как-то выравнивайся уже.
Ну ладно. Так, теперь переходим к самому интересному. Значит, смотрите, что можно сделать. Мы берем, выделяем все вот эти линии внутренние. Так, что не зацепили? Вот это не зацепили. И нажимаем здесь волшебную кнопку Divide. Что это нам дает? Это нам дает, что каждый вот этот вот сегментик, каждый кусочек мы можем назначить свою какую-то ткань. Единственное, что нам сейчас надо будет ее где-то понаходить. Давайте склонируем. Давайте так назовем. Давайте склонируем. Сделаем копии. Пропишем, сколько нам нужно паттернов. Копии. Так. 0,3. Копии 0,4. Ну, допустим, с запасом 0,5. Теперь пойдем. Знаете, куда мы пойдем? Мы пойдем искать в библиотеку какие-то ткани цветастые, разные. Что у нас тут есть? Нам самое главное сейчас найти, что тут вообще есть что-нибудь интересное. О, ну допустим, вот клеточка какая-то. Кидаем сюда. Дальше что у нас есть? Еще какие-то. О, зашибись, кидаем сюда. Так, ну потом мы можем это все поменять, если что не понравится. Вот еще какая-то клеточка. Кидаем сюда. Нам нужны не только клеточки, нам нужны еще какие-то ткани, конечно, желательно. Ну, ладно. Надо найти просто какую-то цветастую ткань. Так, я себе не качала цветных тканей. Их можно накачать вообще в этом... в облаке. Давайте глянем, что тут есть вообще. Marketplace. Нам нужно что-то цветное. Допустим, вот это. Download. Дальше мы можем выставить, давайте 100 на странице, чтобы побольше было. Так, что тут цветное-то есть? Разноцветное. Ну, тут нифига нету цветного. Все какое-то однотонное. Кстати, прикольная ткань. Ладно. No, не надо перезаписывать, если у нас что-то есть. Так, все однотонное. О, какие-то эти... О, какая клетка классная. Давайте вот это выберем. Вот это какая-то шерпа непонятная. Пригодится. Так, если я перехожу на другую страницу, там остается выделение или нет? Ага, остается. Супер. Хорошо. Что еще есть? Ну, вот такое, например. Это слишком что-то цветное какое-то. Вот это подойдет. Дальше. Пусть будет вот это. Следующее. Это слишком какое-то... Так, здесь разного рода клеточки. А нам клеточки подойдут. Не знаю, что он мне сейчас позволит скачать из этого всего. Но давайте попробуем. Так, это серые клеточки. Неинтересно. Эта клеточка прикольная. Какая-то одеяло. Вот это прикольное. Вот это тоже. Вот это и вот это. Ой, вот это тоже классное. И вот это. Все? Больше 20 нельзя? Ладно. В общем, ткани можно скачать. Так, попробуем выделить вот это. Что еще? Тут все.
Что тут еще есть? Какие-то цветочки. Вот цветочки густые тоже подойдут. Какие-то цветастые цветочки. Ну ладно, допустим. Что-то накачали. Нет, ничего не хочу перезаписывать. Так, все, давайте, все это я скачала. Так. Так, что еще я могу сделать? Ладно, пойдемте смотреть, что у нас тут есть. О, значит, смотрите. У меня уже что-то повторяется, ну пофигу. Так, допустим, это сюда. А, например, вот эту штуку сюда. Так. Либо вот эту. Типа такого. Ладно. Короче. Не, давайте сюда другое что-то запилим. То, что и было. Так, хорошо. Значит, что я могу делать? Я могу назначать, во-первых, вот этим тканям нужно... Что у нас тут? Ангора фюр. Давайте здесь сделаем тоже фюр. Ангора фюр. Повыставляем ткань. Тут стоит ангора фюр. Здесь дефолт фюр. Ангора фюр. Короче, ребят, если вы будете рендерить прям в стайле, то вам не подходит этот материал, потому что там он мех нарисует. Я этот материал взяла, потому что он мягкий. Я рендерить здесь не буду. Я буду рендерить в другом месте, где-нибудь в блендере или еще что-то. Поэтому мне тут мех симулироваться не будет. Вот. Вам надо просто какую-то мягкую ткань найти. Но я решила, что мне подойдет ангора, и окей. Короче, смотрите, видите? Я могу назначать на... Ух ты, прикиньте. Оно что делает, а? Я могу поназначать на квадратики вот на эти. Взять, просто накидать вот так вот тканик, да? И посмотреть, чего выйдет. Вот наш с вами пэтчворк и нарисовывается. Дальше, что еще могу сделать? Ну, пока это на пэтчворк не похоже, но лиха беда начала, что называется. Так. Нам самое главное сейчас какое-то разнообразие замутить. Так. Дальше вот эти кусочки. Окей. 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 Ну, делаем то же самое на второй стороне. Так, я еще здесь что-то забыла сделать, да? Не. Здесь я решила оставить так, как и было. Так, это я на чем делала? Это я там делала. Теперь нам нужно повторить процедуру здесь. Так. Короче, смотрите, я могу здесь повыделять всякие квадратики в 3D окне. Сделать assign to path. No, только не это. Попробовать так, что ли, закинуть. О, отлично. С контролом, короче, зажимаю и... выделяю, а потом просто кидаю. Дальше. Что мы можем еще поназначать? Давайте покидаем какой-нибудь другой в случайном порядке. Так, давайте я сюда закину, например.
Мгм. Так. Ну, что-то такое. В общем, это я сейчас, наверное, сделаю в ускоренном режиме. То есть я буду делать это долго, а вы будете смотреть это, скорее всего, в ускоренном режиме. В общем, посмотрим, что получится. Так, друзья, поскольку пэтчворк все-таки делается из каких-то мелких узоров, нам, наверное, нужно будет трансформировать кое-что. Так, текстура. Ай-яй-яй-яй. Давайте так. Текстур Transformation. Уменьшим все это до 30, например. А может и того меньше. Так. И каждую, наверное, поуменьшаем. Так, ширина 6, значит, будет 1. Это пусть будет тоже 1, что-то мелкое прям. 2, допустим. Так, ширина 14, значит, будет 4. Или 5. Или 3. И вообще бы заменить эту ткань на что-то другое. Так, давайте повытаскиваем еще кучу каких-то тканей, которые у нас появились. Так, это уже есть. Маки какие-нибудь. Еще есть какие-то полоски непонятные. Так, пробуем. Так. Единственное, что мне вот этот розовый не нравится. Давайте глянем еще что-нибудь. Супер. Ну ладно. Давай дальше. Так, ну что, попробуем. Так, окей. Select pattern. Не получается. Ну ладно. Давай попробуем так. Так, тоже. Угу. Ладно, в принципе, что мне так нравится. Так, единственное, я тут с полоской вот эту штуку сюда еще заткнуть. Так, это сюда. А это сюда. Ну, чё, вполне себе. Так. Так, а что у нас еще есть? Такое есть.
А еще что есть такое? Ну, кстати, вполне себе классно. Мне даже нравится. Так, хорошо. Теперь поделаем вторую штуку. Ну, как-то так. Так, единственное, что, наверное, сюда я бы хотела вот эту ткань. Но давайте-ка мы ее сделаем не такой яркой. Блин, нет, она какая-то не такая. Во. Да. Ну вот теперь это похоже на то, что я хотела. Так. Давайте все это просимулируем. Моментик. Вот эту ткань нам нужно сделать... No. Нам нужно было сделать не так. Давай-ка я верну все как было. Единственное, что я сделаю, вот этот деним. Так. Да, в принципе, неплохо. Прям даже очень неплохо. Наверное, вот этот деним... Давайте я его по-другому сделаю. Редактировать. И наложим сюда слой какой-то. Какой нам слой наложить? О, мы можем вот тут покрутить. Так, сатурация минус... Так, минус 40. Здесь сделаем 10. Супер. Да. Закрываем. Так. Еще раз. Возвращаем все назад. Так, у меня тут что-то улетело. Так. Еще раз. Вот эта ткань. Так. Контраст. Хорошо. Да. Так. Так. Окей. Хорошо. Теперь мне, в принципе, нравится. Единственное, что все ли у нас ткани? Да, все. Construction. Так. Physical properties. Всему возвращаем. Angora Fur. Preset Fur. Angora Fur. Angora Fur. Так, Fur.
Ангорафюр. Вернись, я все прощу. Так, где это все? Еще раз. Фюр. Давай. Так, тут уже вроде бы все у нас не настроено. Ну, давай-ка я это сделаю. Trims, Leisure. Ну-ка. Так. Select Pattern. Давайте-ка я усилю это все. Дам ему как следует просимулироваться. Так, не то. Так, Leisure White. Давай. А то у нас что-то как-то слишком грубое. Так, Ctrl. Ага. Супер. Ну все, в целом мне сумочка нравится. Мне только вот не нравится этот пайпинг, который кривой. Но в целом, наверное, в физическом мире оно бы себя тоже так вело. Хотя, возможно, и нет. Сейчас я попробую кое-что сделать. Ну, короче, по поводу покраски, это такой спорный момент, но для меня самое важное было это просто показать и самой убедиться, что это возможно, делать пэтчворк. Так. Так. Прещур. Ну-ка, я на 5 поставлю, что будет. Сильно оно растащит его или нет? Ну, в целом нормально. Так, хорошо. Давай я это на 0 поставлю. Это что? Это нижняя? Это верхняя. А нижняя на минус 10. Как будто бы в эту сумку что-то уже наложили. Смешно. Так, что еще у нас тут? Так, ну это чурн, понятно. Что если попробовать все-таки этот кусок отрезать? А зачем? Я же и так тут... пайпинг. Лизер ковает. Давайте здесь попробуем коу-лизер поставить. Может быть, тогда станет лучше. Тогда эта ткань должна начать себя вести получше. Так, еще что-то мне кажется, что у меня вот здесь вот прошито неправильно. Хотя, на самом деле, все правильно. Ладно. Хорошо. В целом меня результат устраивает. Давайте я вам покручу, поверчу, как это в 3D выглядит. Сумочка. Вот такой вот у нас результат. Я надеюсь, что я еще экспортирую ее и в нормальном свете вам покажу, чтобы было видно все тенюшки.
выпуклости и вот это вот все. Меня единственное не устраивает вот эта часть. В целом это похоже на правду. Чё, крутим-вертим. Немного помялось, ну ладно. Ну-ка, в нормальной симуляции, если её просимулировать. В общем, думаю, что на этом я с вами попрощаюсь. И до следующих встреч. Пишите комментарии, ставьте лайки. Меня это очень сильно поддерживает. Что еще? Да, и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там можно задавать вопросы мне напрямую. Там я быстрее всего откликаюсь на какие-то, не знаю, на ваши нужды. Вот. Так что до скорых встреч. Всем пока.